540 миллионов лет назад на Земле не было почти ничего сложнее плесени и мягких блинов на морском дне. А потом, почти мгновенно по меркам планеты, за один короткий геологический миг появились глаза, челюсти, панцири, ноги, первые хищники и первые жертвы. Все типы животных, включая тех, из кого потом вышли мы с вами, возникли практически разом. Будто кто-то невидимый подошел к огромному рубильнику и щелкнул им из положения «выключено» в положение «жизнь на полную». Признаюсь честно, когда я впервые по-настоящему вник в эту историю, я несколько раз перечитал цифры, потому что не мог поверить. Это не постепенное развитие, не плавная лесенка, к которой нас приучили в школе. Это больше похоже на вспышку. И самое поразительное, что за 1,5 века науки мы так и не смогли до конца объяснить, что именно эту вспышку зажгло. Так что же там произошло? Почему жизнь, которая 3 миллиарда лет никуда не спешила, вдруг сорвалась с места за считанные миллионы лет? И почему этот далекий, тихий эпизод в истории планеты имеет самое прямое отношение к тому, как устроены мы с вами, наши глаза, наш позвоночник, наше тело? Об этом и будет сегодняшний фильм. Мы пройдем весь путь, от планеты, на которой еще не изобрели убийство, до первого в истории хищника, при виде которого прежний спокойный мир закончился навсегда. Разберемся, зачем природа вообще придумала глаз и почему именно это едва не сломало все. И в конце я расскажу, почему без этих 20 миллионов лет безумия не было бы ни рыб, ни динозавров, ни нас с вами, ни этого канала. Если вам, как и мне, интересно представлять себе Землю до нас, совсем чужую, ни на что не похожую планету у нас под ногами, подпишитесь и поставьте лайк. Это правда очень помогает такому видео найти своего зрителя. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее. Мы отправляемся на 500 миллиарда лет назад. Чтобы почувствовать, насколько безумным был этот взрыв, надо сначала спокойно осмотреться в мире, который ему предшествовал. И мир этот, честное слово, был таким странным, что если бы вы каким-то чудом нырнули в теплое море той эпохи, вы бы, скорее всего, даже не сразу поняли, что вокруг вас живые существа. Давайте отмотаем пленку примерно на 600 миллионов лет назад. Планета только-только приходит в себя после чудовищного испытания. Незадолго до этого Земля пережила эпоху, когда почти целиком, от полюсов до экватора, превратилась в гигантский ледяной шар. Но лед отступил, океаны снова прогрелись, и вот в этих теплых, спокойных водах появляется первая по-настоящему крупная жизнь. Ученые называют ее эдиакарской биотой по имени Эдиакарских холмов в Австралии, где ее впервые как следует разглядели. И вот как она выглядела. Представьте себе мягкие, плоские, будто простеганные существа. Одни напоминают листья папоротника, приросшие ножкой к дну и лениво покачивающиеся в толще воды. Другие похожи на плоские матрасы или на стеганые одеяла. Третьи – на аккуратные диски и блины, разложенные по илу. Многие из них были размером с ладонь или с обеденную тарелку, а самые крупные дотягивали почти до метра. Но это были огромные плоские коврики толщиной всего в несколько миллиметров. Они не двигались или почти не двигались. У них не было рта, у них не было глаз, у них не было кишечника в привычном нам смысле. Судя по всему, многие из них просто впитывали растворенные в воде питательные вещества всей поверхностью тела, тихо и безмятежно, как это делает губка. А теперь остановитесь на секунду и вдумайтесь в одну странную вещь. Вот перед нами целый мир живых существ, а по сути огромный подводный сад. И за все десятки миллионов лет его существования в нем не совершено ни одного убийства. Вообще ни одного. Никто ни за кем не гоняется, никто никого не кусает. Не потому, что все такие миролюбивые, а потому, что охотиться попросту нечем и незачем. Нет глаз, чтобы разглядеть соседа, нет челюстей, чтобы его схватить, и нет ни единой причины его бояться. Только представьте, планета, на которой смерть от чужих зубов еще в принципе не изобретена. Ученые иногда так и называют это время – сады Эдиакары. И это удивительно точное название. Перед нами рай без хищников. Мир, в котором еще не придумали насилие. И казалось бы, что могло пойти не так? Такой мир мог бы тихо покачиваться на дне еще сотни миллионов лет. Но у эволюции, похоже, были совсем другие планы. Потому что примерно 540 миллионов лет назад в этом безмятежном саду начало происходить нечто, чему во всей предыдущей истории планеты не было ни единого аналога.
тишина заканчивалась. Вот теперь сам взрыв. И первое, что нужно спокойно уложить в голове, прежде чем мы пойдем дальше, это его скорость, потому что именно скорость здесь все и меняет. Кембрийский взрыв растянулся примерно на 20 миллионов лет. И я почти слышу, как вы думаете, позвольте, 20 миллионов лет – это же немыслимо долго. Какой же это взрыв? И вот здесь очень важно почувствовать масштаб, иначе вся история рассыплется. Дело в том, что жизнь к тому моменту существовала на Земле уже больше 3 миллиардов лет. 3 миллиарда. И почти все это невообразимое время она преспокойно топталась на уровне бактерий, водорослей и мягкой слизи. Вдумайтесь только. У природы ушло больше 3 миллиардов лет, чтобы изобрести первый в мире глаз, и меньше 20 миллионов, чтобы после этого перевернуть планету вверх дном. Давайте я переведу это на язык, который легко почувствовать. Представьте, что вся история жизни на Земле – это одни сутки, ровно 24 часа. Так вот, простые одноклеточные существа занимают в этих сутках почти весь день, до позднего вечера. А все животные разом – рыбы, насекомые, динозавры, млекопитающие, вы и я – умещаются в самые последние минуты перед полуночью. И Кембрийский взрыв на этой шкале – это буквально пара минут, за которые из почти пустой сцены вдруг выскакивают глаза, панцири, конечности, зубы и хищники. Вот почему это по праву называют взрывом. Не по абсолютному времени, а по бешеной скорости на фоне всего, что было до. И появилось тогда действительно многое. Появились членистоногие, далекие предки нынешних крабов, пауков и насекомых. Появились предки моллюсков, и, что для нас с вами важнее всего, появились первые хордовые, крошечные, неприметные существа с гибким стерженьком вдоль тела, зачатком будущего позвоночника. Именно от этой невзрачной линии через сотни миллионов лет пойдет дорога к рыбам, потом на сушу, а в самом конце – к нам. Почти все главные ветви огромного древа животного царства заявили о себе в одном узком временном окне. И вот именно это сводило с ума Чарльза Дарвина. Смотрите, в чем была загвоздка. Его теория, изложенная в «Происхождении видов» в 1859 году, говорит очень ясную вещь. Виды меняются медленно, крошечными шажками, поколение за поколением, накапливая изменения постепенно. А палеонтологи приносят ему пласты горной породы и показывают, вот здесь, ниже определенной границы, почти пусто, только следы простой мягкой жизни. А сразу выше, буквально над чертой, уже целый бурлящий зоопарк сложнейших созданий с глазами, панцирями и лапами. Как будто их кто-то разом взял и включил. И Дарвин честно, не пряча тревоги, писал, что не может этого объяснить, и что если объяснение так и не найдется, этот факт способен обрушить всю его теорию. Вот так, одна единственная граница в горной породе чуть не похоронила самую знаменитую научную идею в истории. Он утешал себя надеждой, что наука просто еще не докопалась до нужных, более древних слоев, где спрятаны все плавные переходы. И, забегая вперед, скажу, в чем-то он оказался прав. Но чтобы двигаться дальше, нам с вами нужно перестать смотреть на эту эпоху издалека, с высоты цифр, и, наконец, спуститься на самое дно того моря. Нам нужно своими глазами увидеть, кто же там жил. И вот тут природа приготовила нам совершенно фантастический подарок. С древними существами всегда одна и та же беда. Дело в том, что до нас доходят, как правило, только твердые части – кости, зубы, раковины, панцири. А все мягкое – кожа, мышцы, глаза, внутренности, тонкие щупальца – сгнивает буквально за несколько дней после смерти, не оставляя в камне ни малейшего следа. И это значит, что подавляющее большинство кембрийских существ, у которых не было твердого скелета, должно было исчезнуть бесследно. Мы бы попросту никогда не узнали, как они выглядели по-настоящему. Но в одном единственном месте на планете произошло настоящее чудо сохранности. Это место называется Сланцы Бёрджес, и находится оно в Канаде высоко в скалистых горах. Их открыл в 1909 году палеонтолог Чарльз Уолкотт. Больше полумиллиарда лет назад это был вовсе не горный склон, а подводный обрыв на краю глубокого бассейна. И время от времени здесь случалась катастрофа. Облако мелкого-мелкого ила внезапно срывалось вниз, как подводная лавина, и мгновенно целиком погребало под собой целые живые сообщества.
Причем погребало так быстро и так плотно, что кислород к телам уже не поступал, бактерии гниения не успевали взяться за работу, и мягкие тела отпечатывались в породе полностью, до последней реснички, до последней тонкой лапки. И когда ученые аккуратно раскрыли эти каменные страницы, они увидели не разрозненные ракушки. Они увидели, по сути, подробную фотографию целой живой экосистемы Кембрийского моря, застывшую на 500 миллиарда лет. И то, что смотрело на них с этих плит, оказалось страннее любой, даже самой смелой фантастики. Взять хотя бы существо по имени Апобиния. Размером она была всего с ваш палец, но при этом выглядела так, что от нее до сих пор становится не по себе. У нее было 5 глаз, именно 5, расположенных на возвышении, и длинный гибкий хоботок спереди, чем-то похожий на шланг пылесоса, на конце которого располагался что-то вроде маленькой когтистой клешни. Похоже, этим хоботком она нащупывала добычу на дне, хватала ее и аккуратно подносила ко рту, спрятанному снизу. Рассказывают, что когда реконструкцию Апобинии впервые показали на научной конференции, зал не выдержал и рассмеялся. Ученые искренне решили, что докладчик над ними подшучивает. Настолько нелепым и чуждым казалось это создание. А вот другое существо – галлюцигения. И само свое имя она получила именно за то, что похоже на видение из горячечного кошмарного сна. Была она совсем крошечной, не длиннее спичечного коробка. Представьте червеобразное тело, стоящее на нескольких парах тонких ножек ходулей, а по всей спине ряд длинных острых шипов, торчащих вверх. И вот вам показатель того, насколько чужим для нас был тот мир. Ученые так долго и мучительно не могли сообразить, где у этого создания верх, а где низ, где голова, а где хвост, что самую первую реконструкцию собрали буквально вверх ногами. Приняли шипы за ножки, а ножки за шипы. И лишь спустя многие годы, найдя новые отпечатки, наконец поняли, как галлюцигения была устроена на самом деле. Были там, конечно, и трилобиты. Вот они как раз носили твердый панцирь, поэтому их отпечатки находят по всему миру, и именно они стали своеобразной визитной карточкой той далекой эпохи. Внешне они немного напоминали крупных мокриц размером с ладонь, тело которых разделено вдоль на 3 доли. И это была фантастически удачная конструкция. Трилобиты будут спокойно ползать по дну морей еще почти 300 миллионов лет, пережив множество катастроф. А вот на одно совсем невзрачное создание из этих сланцев стоит взглянуть особенно внимательно, потому что оно касается нас с вами напрямую. Звали его Пикайя. Маленький, всего в несколько сантиметров полупрозрачный червячок, похожий на сплющенную ленточку или на крошечный лавровый лист, тихо плававший в толще воды. На фоне всех этих пятиглазых чудищ он не производил ровным счетом никакого впечатления. Но именно у Пикайи и подобных ей существ вдоль тела тянулся тот самый гибкий стержень – хорда. Вполне возможно, что этот неприметный червячок – один из самых древних наших с вами родственников, каких мы вообще можем разглядеть. Запомните его, в самом конце фильма мы к нему еще вернемся. Но среди всех этих причудливых созданий был один обитатель, который стоял особняком. Тот, с чьим появлением тихий и безмятежный сад Эдиакары закончился раз и навсегда. Первый настоящий монстр в истории нашей планеты. И знакомство с ним заслуживает отдельной главы. Его зовут Аномалакарис, и это без всякого преувеличения главная звезда всего кембрийского периода. По меркам своего времени это был самый настоящий гигант, только вдумайтесь в контраст. Пока абсолютное большинство существ вокруг были размером с ноготь или в лучшем случае с палец, Аномалакарис достигал в длину полуметра, а некоторые его ближайшие родственники дорастали и до метра, и даже по отдельным находкам до 2. Чтобы почувствовать это по-настоящему, представьте себе мир, где все соседи мельче спичечного коробка, и вдруг посреди этого мира неспешно проплывает хищник длиной с рослого человека. Это примерно как если бы сегодня по улице обычного города вдруг проплыл настоящий кит. Аномалакарис был безоговорочным абсолютным царем этих древних морей. Как же он выглядел? Вообразите вытянутое обтекаемое тело, по обоим краям которого шли ряды мягких боковых лопастей. Он волнообразно слаженно колыхал ими одна за другой. Примерно так же плавно идет волна по подвешенному полотну ткани. И за счет этого жутковато скользил в толще воды.
Спереди, по бокам от рта, торчали два больших членистых придатка, загнутых вниз и густо усаженных острыми шипами. Именно ими он хватал и удерживал добычу. А сам рот, расположенный снизу головы, был устроен совершенно поразительно. Круглое отверстие, окруженное кольцом из твердых пластин, которые сжимались как диафрагма фотоаппарата, дробя и вскрывая панцирь несчастной жертвы. И, наконец, самое главное – два огромных глаза, сидевших на подвижных стебельках. Кстати, само имя Аномалокарис переводится примерно как «странная креветка», и за этим названием скрывается прекрасная история о том, как невероятно трудно было понять этих древних существ. Началось все с того, что ученые нашли только его отломанный передний придаток, тот самый шипастый крюк, и решили, что перед ними тело какой-то креветки, только почему-то без головы. Отдельно, в другом месте, нашли его круглый ротовой аппарат и приняли его за отпечаток медузы. А само крупное тело описали как еще одно, уже третье по счету, самостоятельное существо. И понадобились долгие десятилетия, прежде чем кто-то наконец догадался, что все эти три разных создания на самом деле три части одного и того же гигантского хищника. По сути, одного зверя по ошибке собрали из трех. И вот с появлением Аномалокариса и подобных ему охотников в мире случилось кое-что по-настоящему принципиальное, поворотное. Впервые за всю историю жизни одно живое существо начало целенаправленно, осознанно охотиться на другое. Впервые на планете появился страх. Впервые появилась добыча, которой нужно спасаться, прятаться, убегать. Тихий рай закончился, началась война. Та самая война всех против всех, которая, если вдуматься, не прекращается на Земле и по сей день. Тот бутерброд, который вы, может быть, ели сегодня на завтрак, это отголосок правила, впервые установленного в Кембрийском море. Чтобы жить, кто-то должен есть кого-то. И именно эта война, как ни странно, могла стать главным двигателем всего Кембрийского взрыва. Давайте спокойно проследим, что происходит в мире в тот самый момент, когда в нем появляется первый настоящий хищник. Потому что дальше начинается цепная реакция удивительной красоты. Раньше в безмятежном саду Эдиакары быть мягким и неподвижным было совершенно нормальной, даже выигрышной стратегией, ведь тебя все равно никто не тронет. А что теперь? А теперь мягкое, неподвижное, беззащитное существо – это просто готовый обед, лежащий на самом виду. И выживать в новом мире начинают уже совсем другие, те, у кого есть хоть какая-то защита. Обзавелся жестким панцирем, тебя стало труднее раскусить. Значит, ты дожил до размножения и передал этот панцирь потомкам. Отрастил острые шипы. Хищник теперь дважды подумает, прежде чем на тебя броситься. Научился быстро зарываться в песок, успел спрятаться. Научился быстро плавать, сумел удрать. Каждое такое маленькое изобретение давало реальный шанс выжить, а значит, безжалостно закреплялось отбором и передавалось дальше из поколения в поколение. Но, разумеется, и хищник в этой истории не стоит на месте, сложа лапы. Стоит жертвам обрасти прочной броней, и у охотников постепенно развиваются более мощные хватательные придатки и более сильный дробящий рот, чтобы эту броню вскрывать. Стоит жертвам научиться стремительно удирать, и хищник, поколение за поколением, тоже становится все быстрее и проворнее. Это замкнутый круг, в котором обе стороны бесконечно подстегивают, подгоняют друг друга, не давая ни на миг остановиться. Это похоже на вечное соревнование брони и снаряда, которое не заканчивается никогда. Чуть усилилась защита, тут же усиливается нападение, и наоборот. Биологи так и называют это явление – эволюционная гонка вооружений. И именно в Кембрии она, судя по всему, включилась впервые в истории, и сразу на полную мощность. Вот вам, кстати, и одна из разгадок той самой невероятной скорости, что так пугало Дарвина. Как только на планете появилось хищничество, спокойно стоять на месте стало смертельно опасно для любого вида. Эволюция из неторопливой ленивой прогулки в один миг превратилась в отчаянную гонку на выживание, где приз – сама жизнь, а цена проигрыша – исчезновение всего твоего рода. Но чтобы по-настоящему успешно охотиться и чтобы успешно убегать, и хищнику, и жертве необходимо одно ключевое, поистине волшебное устройство. То, без которого вся эта грандиозная гонка была бы попросту невозможна. И имя этому устройству – глаз. Существует одна очень красивая и по-настоящему знаменитая гипотеза, которую предложил британский биолог Эндрю Паркер.
В своей книге, вышедшей в 2003 году, он назвал ее «гипотезой светового переключателя». И звучит она смело. Спусковым крючком всего Кембрийского взрыва стало само изобретение зрения. Давайте вместе подумаем, что на самом деле меняет появление глаза. В мире, где все обитатели слепы, хищник может наткнуться на добычу только случайно, буквально уткнувшись в нее носом в темноте. И спрятаться в таком мире проще простого. Достаточно просто ни к кому не прикасаться. Но стоит лишь у одного единственного существа появиться настоящий глаз, способный различать форму, тень и движение, и вся картина мира мгновенно, необратимо переворачивается. Теперь хищник видит свою жертву издалека. Он может целенаправленно плыть к ней, выслеживать, преследовать, заранее рассчитывать точный момент броска. А для жертвы это, если задуматься, самая настоящая катастрофа. Внезапно оказывается, что просто лежать смирно на дне уже совершенно недостаточно. Тебя все равно заметят и найдут. Теперь вдруг начинает иметь значение решительно все – и твоя форма, и твой цвет, и умеешь ли ты вовремя замереть, слиться с грунтом, зарыться в нору, стремительно удрать в последнюю секунду. Зрение в одночасье сделало важными десятки признаков, которые прежде не значили ровным счетом ничего. И естественный отбор с яростью набросился сразу на все эти признаки одновременно. И вот вам лучшее тому доказательство. Ученые положили окаменевший глаз аномалокариса под микроскоп и не поверили собственным глазам. В породе, которой больше полумиллиарда лет, обнаружились аккуратные ряды крошечных линз, тысячи и тысячи, плотно уложенных одна к одной, точь-в-точь, как в глазу современной стрекозы, что ловит комара прямо в полете. Это исследование опубликовали в журнале Nature в 2011 году, и цифра там прозвучала ошеломляющая. Около 16 тысяч линз в каждом глазу. 16 тысяч! У существа, которое втрое старше самых первых динозавров. Аномалокарис не просто был крупнее всех вокруг, он был зрячим убийцей в мире, который к появлению зрения был совершенно не готов. Гипотеза Паркера по-настоящему красива и объясняет очень многое. Но если быть до конца честными, а в таких вещах я всегда стараюсь быть честным с вами, это все же лишь одна из версий, и полной исчерпывающей картины она нам не дает. Потому что за ней сразу же встает следующий, куда более коварный вопрос. А почему, собственно, глаза и все остальное появились именно тогда, в тот конкретный момент? Что вообще создало саму возможность для такого стремительного рывка? И вот здесь, честно предупреждаю, наука спорит до сих пор. За 1,5 века ученые перебрали немало ответов на этот вопрос. И хотя окончательного, единственно верного ответа нет ни у кого до сих пор, 3 догадки звучат громче остальных. Давайте познакомимся с ними, но не как со скучными пунктами списка, а как с 3 настоящими подозреваемыми в этой древней загадке. Первый подозреваемый – это кислород. Логика здесь очень наглядная, ее легко почувствовать на себе. Крупному, активному, вечно плывущему хищнику вроде аномалокариса нужно очень много энергии, а значит много кислорода, ровно как спортсмену на длинной дистанции. А мягкому неподвижному блину, тихо лежащему на дне, кислорода нужно всего ничего, как спящему человеку. Поэтому долгое время господствовала простая мысль: в какой-то момент кислорода в океанах Земли резко прибавилось, и это будто бы разом открыло дорогу крупным подвижным животным. Но вот что интересно, и здесь наука буквально на наших глазах меняет показания. В 2024 году ученые из университетов Саутгемптона и Стэнфорда опубликовали работу, из которой следует любопытнейшая вещь. Кембрийским животным, оказывается, вовсе не требовалось столько кислорода, сколько думали раньше. Хватило совсем небольшой прибавки, но пришедшейся точно в нужный момент. Выходит, дело было не в гигантском скачке, а в том, что крошечного толчка оказалось достаточно, чтобы спустить курок. И это, кстати, удивительно перекликается с историей ледниковых периодов, о которой я рассказывал раньше. Иногда еле заметная причина запускает поистине гигантское следствие. Второй подозреваемый прячется глубже, в самой глубине живой клетки, в генах. И его вычислили совсем недавно, уже в наши дни, когда ученые научились читать ДНК. Оказалось удивительное. В теле крохотной мушки, в теле мыши и в вашем собственном теле работают одни и те же древние гены-командиры. Те, что заранее решают, где у зародыша вырастет голова, а где хвост.
где заложить лапу, а где глаз. Мы все, от насекомого до человека, до сих пор пользуемся одним и тем же наследным набором инструментов. И похоже, что именно накануне Кембрия этот набор, наконец, собрался воедино. А как только в руках у эволюции появился такой универсальный конструктор, из него стало можно быстро, за геологически считанные мгновения, собирать самые разные, самые причудливые планы строения тела. Курок, если угодно, был взведен задолго до выстрела, оставалось лишь нажать. А третий подозреваемый нам с вами уже прекрасно знаком. Это сама жизнь, запустившая цепную реакцию. Помните ту гонку вооружений и то самое зрение, о которых мы только что говорили? Так вот, по этой версии никакого особого внешнего толчка вообще не требовалось. Стоило на планете появиться первому хищнику и первому глазу, и дальше вся система раскрутила себя сама, будто снежный ком, что срывается с горы и на ходу превращается в лавину. Так кто же из троих виновен по-настоящему? И вот тут я дам вам самый честный ответ, какой сегодня может дать наука. Судя по всему, виновны все трое сразу. Ни один из подозреваемых в одиночку на такое не способен. Похоже, в тот далекий момент просто идеально сошлись звезды, и кислорода стало чуть больше, и генетический конструктор как раз созрел, и кто-то первым в мире научился видеть и охотиться. А дальше все это подхлестнуло, усилило друг друга и сложилось в неудержимую лавину. Кембрийский взрыв – это не одна единственная причина. Это, если можно так сказать, идеальный шторм, случившийся однажды и изменивший все. И вот, когда этот древний шторм наконец отгремел, планета уже никогда не стала прежней, потому что в том далеком взрыве было заложено и наше с вами будущее. Буквально наше. Помните того невзрачного, полупрозрачного червячка из сланцев Бёрджес, Пикайю, которую я просил запомнить? Ту самую, с тонким гибким стержнем вдоль тела. На фоне грозного огромного аномалокариса она была совсем никем. Так, мелкая дрожащая живность длиной в мизинец, которая только и умела что прятаться да спасаться бегством. Но именно эта неприметная мелочь несла в себе бесценный чертеж, которому предстояло со временем перекроить всю планету. Из этой скромной линии со временем выйдут рыбы. Рыбы отважатся выбраться на сушу и станут земноводными. От них произойдут рептилии, а от тех по одной ветви – динозавры и птицы, а по другой – звери, млекопитающие. И в самом-самом конце этой невероятно длинной, уходящей в глубину времен цепочки, стоим мы с вами. Ведь весь наш план строения тела – голова с органами чувств, собранными спереди, сквозной пищеварительный тракт, позвоночник как главная опора, двусторонняя симметрия, при которой левая половина тела зеркально повторяет правую. Все это оформилось именно там, в теплой воде Кембрийского моря, 500 миллиарда лет назад. Мы прямо сейчас носим себе конструкцию, которой больше 500 миллионов лет. И каждый раз, когда мы поворачиваем голову, чтобы получше разглядеть что-то двумя направленными вперед глазами, мы, сами того не зная, в точности повторяем движение, которое впервые обрело смысл еще в той древней, беспощадной войне хищников и жертв. Но у этой истории есть и другая тревожная сторона, о которой обязательно стоит помнить. Планета, которая однажды сумела вот так, за один короткий миг зажечь жизнь во всем ее невероятном богатстве, та же самая планета умеет и обратное, умеет гасить эту жизнь почти целиком. Пройдет еще совсем немного времени по геологическим меркам, и Землю накроет катастрофа настолько чудовищная, что она сотрет с лица планеты больше 90% всех живых видов. Это будет крупнейшее вымирание за всю историю Земли, и случится оно задолго до появления самых первых динозавров. Но это уже совсем другая история,